Тревога разнеслась по окрестностям Львова в начале мая 2023 года. За 3 недели до этого местные жители начали находить разоренные курятники, а в лесах пропадали домашние животные. По мере того, как атаки продолжались, страх охватил малые деревни вокруг города. Люди делились слухами о таинственном хищнике, который оставлял за собой лишь кровавые следы и разрушенные загородные участки. Сначала все думали, что это обычные волки, которые спустились с Карпат. Но вскоре стало ясно, что эти нападения намного более организованы. Один из фермеров, Василий, посмел выйти на ночную охоту с фонарем. Он услышал зловещий рев, который эхом разносился по лесу, заставив его замереть от страха. Он описывал звук как нечто, что он никогда не слышал прежде, что-то между рычанием и воем. Когда Василий подошел ближе, он увидел силуэт, окутанный тенью, который исчез так же быстро, как и появился. Из всех его слов больше всего запомнился момент, когда он упомянул о 2 ярко-зеленых глазах, сверкающих в темноте, как 2 светящихся факела. Через несколько дней после этого инцидента жители деревни Тарасово перешли к действиям. Они организовали группу самообороны и начали патрулировать окрестности. Глава деревни, Анна, собрала людей и призвала к единству. Люди взяли с собой фонари, палки и даже ружья. Наступила ночь, и группа отправилась в лес, где Василий видел хищника. Когда они достигли леса, тишина казалась подавляющей. Каждый шорох и треск веток заставляли их замереть в страхе. Внезапно кто-то из группы закричал. Они обнаружили, что одна из собак пропала, а на ее месте остались лишь испачканные кровью следы. В панике группа разошлась, и вскоре среди них началась неразбериха. Жители начали замечать, как число пропавших домашних животных только увеличивалось. Кто-то в деревне предположил, что хищник может быть новым видом, который каким-то образом вошел в экосистему. Говорили о том, что это может быть завезенный хищник, сбежавший из зоопарка или частного питомника. Птицы, крадущиеся к свинарникам, и кошки, дразнящиеся с мышами, теперь становились жертвами неведомого хищника. У местного лесника, который следил за состоянием дикой природы, появилась идея установить видеокамеры, чтобы запечатлеть хищника. На следующий день лесник установил несколько камер в наиболее уязвимых местах. Он ожидал, что в течение нескольких дней сможет запечатлеть важные моменты. Местные жители тем временем организовали обсуждения в местном клубе, где обсуждали последние события. Успокоить людей не удавалось, и страх только нарастал. Каждую ночь они слышали неясные звуки из леса. Люди все больше и больше начинали опасаться выходить на улицу, а те, кто выходил, делали это с трепетом в сердце. Каждый вечер лес становился все более зловещим, и вскоре Львов столкнулся с проблемой, с которой никто не знал, как справиться. На следующий день, когда местные жители снова собрались в клубе, лесник вернулся с новыми данными. Он обнаружил, что камеры зафиксировали странный силуэт. На записи был виден большой мускулистый хищник с длинными пальцами, который передвигался с невероятной быстротой. Лесник показал запись на экране, и все замерли, уставившись на странное существо с огромными клыками и ярко-зелеными глазами. Зрители начали перешептываться, некоторые в страхе отводили взгляды, другие пытались понять, что это за зверь. Среди зрителей оказался охотник, Сергей, который заявил, что это явно новый вид. Он описал хищника как нечто между волком и рысью, но с необычайными размерами. Участники собрания начали переговариваться, и волнение в воздухе стало ощутимым. Люди понимали, что им необходимо действовать, но как — никто не знал. Обсуждение затянулось, и на фоне тревожного шепота кто-то предложил организовать охоту на хищника. Вечером группа из 10 человек, включая Сергея, вооруженных ружьями и специальным оборудованием, снова отправилась в лес. Они следовали за следами, которые оставлял хищник, и вскоре наткнулись на его логово. Место оказалось заброшенным и заросшим, но в центре росло несколько костровищ. Пепел был свежим, и это насторожило группу. Не дождавшись наступления ночи, охотники установили капканы и разложили приманку. Они ожидали, что хищник вернется к своему логову. Однажды в полночь раздался пронзительный вой, который заставил сердца всех замереть. Хищник проявил себя. Он стремительно приблизился к месту, где находились охотники. Секунды казались вечностью, когда они замерли и напряженно ждали. Внезапно из тени выскочила тень, и охотники увидели его в свете своих фонарей. Хищник бросился на одного из них, и в этот момент раздались выстрелы. Стреляли все, кто был рядом, но хищник, словно призрак, исчез в лесной чаще. Взрывы выстрелов разносились по округе, а истерика охватила группу.
Один из охотников, Алексей, остался у хищника на пути, и его крик раздался в ночи, когда хищник ринулся на него. Остальные не могли понять, что произошло, но знали, что их шанс поймать его ускользнул. На следующее утро лесник и охотники собрали все улики. Следы, которые они нашли, были глубже и шире, чем у обычного волка. Местные жители начали активно обсуждать, что делать дальше. Наступила паника, и вопрос о безопасности стал основным. Каждый вечер хищник оставлял следы, но никто не догадывался о его следующем шаге. Весь Львов знал, что они столкнулись с чем-то необычным, и единственным выходом оставалось усиление охраны и совместные усилия по поиску. Хищник стал не просто угрозой, а настоящей проблемой, с которой им предстояло справиться. На следующий день в самом центре Львова произошло еще одно тревожное событие. У одного из парков местные жители заметили, что несколько детей играют рядом с заброшенными зданиями. Внезапно послышались странные звуки. Группа смельчаков, среди которых была девочка по имени Катя, решилась проверить источник шума. Она искала своего пропавшего кота и подошла ближе к кустам. Внезапно она наткнулась на хищника, который наблюдал за ней из тени. Крик Кати привлек внимание взрослых. Как только они подбежали к ней, хищник ринулся в сторону. Один из мужчин, Иван, схватил палку и бросился за ним. Однако чудовище с легкостью уклонилось от преследования и исчезло в кустах. Все были в ужасе. Никто не ожидал, что опасный зверь появится так близко к городу. Местные жители начали собираться в группы, следя за своими детьми и стараясь быть настороже. На следующее утро группа свидетелей происшествия встретилась в местном клубе. Анна, глава деревни, предложила организовать патрулирование в центре города для обеспечения безопасности. Местные власти поддержали эту инициативу, и в патрулирование вошли как мужчины, так и женщины. Каждый из них взял с собой фонарики, радиостанции и ружья, которые хранились в домах. Страх овладел жителями, угрозы могли появиться в любой момент. Лесник, проанализировав записи с установленных ранее камер, поделился новыми данными. Он заметил, что хищник часто появляется вблизи водоемов. Он предложил установить наблюдение у рек и озер. Группа свидетелей, вооруженная фонарями и камерами, направилась к ближайшему озеру. Ночь накрыла город, и тишина стала напряженной. Они расположились, ожидая появления хищника. Внезапно раздался треск веток, и напряжение в воздухе выросло. Группа насторожилась, готовясь к любому развитию событий. Из темноты показался силуэт хищника. Его глаза сверкали в свете фонарей, а мощное тело двигалось с грацией хищной кошки. Страх охватил каждого, но никто не собирался отступать. В этот момент один из свидетелей, Павел, решил действовать. Он вышел вперед и начал кричать, чтобы напугать зверя, рассчитывая отвлечь его внимание. Хищник замер на мгновение, затем, оценив ситуацию, развернулся и бросился к Павлу. В панике остальные начали стрелять, но хищник исчез в ночь, словно его и не было. Патрульные вернулись в город в состоянии паники. Весть о нападении разнеслась с молниеносной скоростью. Ночью улицы Львова опустели, а страх стал доминировать в сознании людей. Каждый шорох заставлял их замирать, а каждый день приносил новые слухи о звере. Меры безопасности оказывались бесполезными. Жители осознали, что эта угроза стала серьезной опасностью для них самих. Хищник уже не прятался в лесах. Он пришел в город, и его действия становились все более дерзкими. На следующий день после нападения жители Львова столкнулись с новыми ужасами. Утром в деревне Тарасово разнеслась весть о пропаже нескольких домашних животных. На ферме Галины, расположенной на окраине, обнаружили свежие следы, четко указывающие на присутствие хищника. Галина, дрожащая от страха, рассказала, что ночью слышала глубокие рычания, которые заставили ее сомневаться в безопасности своего дома. Местные жители начали собираться в группы, обсуждая, как защитить свои семьи. Страх быстро перерастал в панику. В супермаркетах начались массовые закупки продуктов, полки опустели за считанные часы. Люди торопились укрепить свои дома, кто-то строил заборы, другие запасались фонарями и оружием. Обсуждения в домах часто заканчивались мыслями о возможном бегстве из города. Вечером улицы опустели, окна закрыли ставнями, а каждый шорох заставлял людей замирать. Вечером в одном из районов Львова произошло новое происшествие. Группа подростков, решив проверить, существует ли хищник, отправилась в лес с фонарями и камерами. Они хотели снять его на видео и, вернувшись, похвастаться перед друзьями. В лесу их ждало испытание. Подростки наткнулись на логово хищника. Один из них, Саша, наступил на ветку, и хищник стремительно выскочил на них. В панике подростки разбежались в разные стороны, не успев сделать ни одного снимка.
На следующий день новость о нападении на группу подростков разнеслась по улицам Львова. Местные власти значительно увеличили патрулирование, в некоторых районах установили блокпосты. Однако страх только усилился. Люди собирались в домах и обсуждали, что делать. Некоторые утверждали, что хищник — это не просто животное, а нечто гораздо более зловещее. На фоне паники местные фермеры начали терять доходы. Продукты, которые они не могли продать, портились. Мысли о том, как защитить свое имущество и выжить, стали главными для многих. Угрозы поджогов также возрастали. При каждом подозрительном силуэте вызывали пожарных, и тревога раздавалась как сигнал тревоги. Угрозы, исходившие от хищника, охватили всю округу. Жители начали обсуждать, что хищник может быть лишь частью более крупной проблемы. Некоторые вспомнили, что за несколько месяцев до появления хищника в окрестностях замечали изменения в природе, исчезновение некоторых видов животных и агрессивное поведение других. Природа вокруг словно менялась, и в воздухе витало ощущение, что это только начало. Паника достигла предела, когда в одной из деревень появилась информация о жертве. Один человек пропал без вести, в его доме нашли лишь следы, ведущие в лес. Люди начали всерьез задумываться о том, что хищник угрожает не только животным, но и человеческой жизни. Каждый день приносил новые страхи, и никто не знал, когда это закончится. Ситуация в Львове достигла критической точки. На фоне нарастающей паники местные жители решили, что необходимо предпринять решительные меры для поимки хищника. Вечером в одном из клубов собрались фермеры, охотники и жители, готовые обсудить план действий. Анна, глава деревни, настаивала на том, что они должны объединить усилия. Люди начали делиться идеями о том, как поймать хищника. В итоге было решено создать отряд, который будет организованно охотиться на зверя. Отряд состоял из 12 человек, среди которых был лесник, который предоставил информацию о привычках хищника, и Сергей, опытный охотник, который взял на себя роль руководителя. Группа вооружилась ружьями, фонарями, а также приманкой. Они планировали использовать петли и капканы, чтобы поймать хищника в его логове. Ночью отряд выдвинулся в лес, следуя заранее найденными следами. По пути они обсуждали свои стратегии. Лесник напомнил, что хищник часто возвращается к источникам воды, и именно там они должны сосредоточить внимание. Группа остановилась у небольшого озера, и все начали устанавливать капканы и расставлять приманку. Спустя несколько часов ожидания тишина была прервана. Из темноты раздался низкий рычащий звук. Участники отряда замерли в напряжении. Все взгляды устремились в сторону звука, но ничего не появлялось. Наконец, один из охотников, Павел, не выдержал и прошептал, что нужно проверить, что происходит. Он взял фонарь и направился в сторону источника звука. Другие, полные страха, остались на месте. Внезапно раздался пронзительный крик. Это был Павел. Остальные бросились к нему, но уже было слишком поздно. Хищник выскочил из тени и схватил его. В панике отряд начал стрелять, но хищник скрылся в лесу с Павлом. Остальные остались в шоке от произошедшего. Их план потерпел крах, и они вновь погрузились в страх. На следующее утро жители Львова вновь собрались. Обсуждения стали еще более напряженными. Некоторые требовали от местных властей усилить меры безопасности, другие предлагали эвакуацию. Жители начали обсуждать, что им нужно установить больше видеокамер и организовать дежурство по ночам. Их страх заставил забыть о предыдущих мерах и сосредоточиться на поимке хищника. Вскоре лесник, изучив следы, снова вышел на связь с отрядом. Он предложил использовать специальные ловушки с приманкой, которые будут активироваться при приближении хищника. Группа согласилась, и вскоре они начали разрабатывать новый план. Каждый из участников надел специальную защитную одежду, чтобы минимизировать риски. Вечером они вновь выдвинулись в лес, расставив ловушки по всему периметру. Обстановка была напряженной, но все верили, что сейчас им удастся поймать зверя. Но в этот раз они решили не разделяться. Вместе они ожидали, когда хищник проявит себя снова. Ночь была полная ожидания, и у каждого на уме витала одна мысль — поймать хищника или стать его следующей жертвой. На следующее утро после неудачной попытки поймать хищника группы местных жителей и охотников снова встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. Участники были подавлены потерей Павла, и обсуждение перешло в состояние напряженности. Каждый из них осознавал, что ситуация требует более глубокого анализа. Лесник предложил провести детальное исследование найденных следов и улик, чтобы лучше понять, с чем они имеют дело. Группа разделилась на две команды.
Одна группа осталась на месте, чтобы следить за установленными ловушками, а другая отправилась в лес для изучения следов. Лесник, обладая опытом в отслеживании животных, вел своих спутников через подлесок, сопоставляя следы с предыдущими записями. Они наткнулись на место, где хищник оставил недоеденное мясо. Следы были крупными и глубокими, что подтверждало их предположение о его величине и силе. Внезапно один из участников, Сергей, заметил нечто странное. Наряду с обычными следами виднелись и другие, меньшие, но явно не животные, а, судя по всему, человеческие. Он указал на них, и лесник кивнул, отметив, что эти следы направлялись в сторону близлежащей деревни. Это открытие вызвало волнение в группе. Возможно, хищник не единственная угроза. Они продолжили исследование и вскоре наткнулись на еще одно место, покрытое опавшими листьями и ветками. Лесник начал копать и вскоре обнаружил остатки небольшого животного, разорванного и брошенного. Это подтвердило их опасения о том, что хищник стал агрессивнее и действовал тактически. Группа начала делать заметки, фиксируя все детали, размеры, следы и найденные улики. Вернувшись на место, они поделились своими находками с остальными. Лесник объяснил, что, судя по всему, хищник использует человеческие ошибки в своем стратегическом подходе. Возможно, он наблюдает за людьми, прежде чем нападать, выбирая лучшие моменты для атаки. Это предположение усилило страх среди участников, поскольку результативность их попыток поймать его становилась все более сомнительной. На следующее утро местные жители снова собрались в клубе. Лесник представил свои находки и специфику следов. Некоторые начали настаивать на том, что нужно привлечь специалистов, чтобы разобраться в этом вопросе. Однако Анна, оставаясь главой деревни, напомнила о необходимости защищать свои семьи и дома. Она предложила создать систему оповещения, чтобы сообщать о любых странных звуках или появлении следов, что позволило бы людям быть более бдительными. Тем временем в деревне начались обсуждения о том, что делать с обнаруженными следами. Местные жители начали делиться своими мнениями, и вскоре возникла идея о том, чтобы создать патрули, которые будут дежурить по ночам. Каждый патруль состоял из нескольких человек, что должно было увеличить шансы на безопасность. Когда вечер настал, группы начали свои дежурства. Каждый шорох, каждое движение в темноте заставляло сердца замирать. Они понимали, что ситуация становится все более опасной. Хищник знал, что люди напуганы, и его поведение становилось все более дерзким. Каждый новый день приносил новую угрозу, и теперь каждый из них был готов противостоять ей. В один из вечеров, когда жители Львова собрались в клубе, к ним присоединились специалисты из соседнего города. Это были биологи и зоологи, готовые поделиться своими знаниями о возможном хищнике. Они привезли с собой образцы меха и следов, найденные в окрестностях. Участники встречи ожидали, что эти эксперты смогут пролить свет на природу угрозы, с которой они столкнулись. Один из биологов, доктор Маратов, начал с анализа образцов. Он заявил, что следы напоминают повадки больших диких котов, но с некоторыми отличиями. Его голос был спокойным, но в выражении лица читалось напряжение. Он объяснил, что, скорее всего, это гибридный вид, который возник в результате скрещивания разных животных, возможно, даже домашних и диких. Это открытие поразило всех. Многие начали переговариваться между собой, не в силах осознать, что такое существо могло появиться в их краях. Доктор Маратов продолжал, что такие хищники могут быть очень умными и адаптивными. Они способны подстраиваться под среду обитания и использовать человеческие ошибки в своих интересах. Чувствительность к звуку и отличное зрение позволяли им охотиться даже в темноте. Эта информация усилила страх среди присутствующих, ведь они понимали, что существу требуется не только физическая сила, но и умение планировать атаки. В этот момент лесник поднял руку и спросил, как можно остановить такую угрозу. Специалисты предложили несколько вариантов, от установки более современных ловушек до применения специализированных отпугивателей, но ни один из них не казался достаточным. Внезапно один из охотников, Сергей, заявил, что они должны попытаться поймать хищника живым, чтобы изучить его поведение и источник агрессии. Это предложение вызвало обсуждение среди присутствующих. Когда вечер перешел в ночь, группа решила провести последнюю попытку — отследить хищника. Они подготовили ловушки ближе к источникам воды, основываясь на рекомендациях экспертов. Каждый участник был на пределе, и напряжение витало в воздухе. В лесу царила тишина, нарушаемая лишь шорохами листвы. Все ждали, когда хищник проявит себя, чтобы попытаться поймать его.
Ровно в полночь раздался странный звук, похожий на воевание, но смешанный с глубоким рыканьем. Группа замерла. Вдруг из темноты с громким рычанием выскочил хищник. Огромный, с мускулистым телом и ярко-зелеными глазами, он был на расстоянии нескольких футов от них. Бравые охотники не успели среагировать, как хищник бросился к одному из них, и в этот момент раздались выстрелы. Свет фонарей ослепил хищника, но он не остановился. Все, кто был на месте, начали стрелять, но зверь с легкостью уклонился от пуль и исчез в густых зарослях. Сердца каждого участника колотились, они осознали, что не просто столкнулись с угрозой, они были в непосредственной опасности. Теперь они понимали, что хищник не только охотился на животных, но и был способен нападать на людей. Каждый из них задумался о том, что шансы на выживание становятся все меньше. Это был момент, когда страх и решимость переплелись, и теперь им нужно было не только поймать хищника, но и осознать, что он представляет собой гораздо более сложную угрозу, чем они могли себе представить. На следующий день после столкновения с хищником жители Львова заметили, что ситуация выходит за рамки угрозы для их безопасности. Местные фермеры сообщали о пропаже не только домашних животных, но и о странном поведении дикой природы. Лисы, которые раньше были обычным явлением, стали редкостью. Олени, обычно пасущиеся на полях, начали сбиваться в группы и уходить из привычных мест обитания. Это изменение тревожило всех, кто наблюдал за окружающей природой. Лесник собрал группу жителей для обсуждения ситуации. Он объяснил, как хищник может вызвать серьезные последствия для экосистемы. С увеличением численности одного вида, особенно хищников, нарушается баланс. Меньшее количество травоядных приводит к изменению растительности, чего не выдерживают другие животные. Если хищник не будет пойман, это может вызвать цепную реакцию, угрожающую всем обитателям региона. Некоторые жители начали предполагать, что хищник может быть результатом человеческого вмешательства. Обсуждали, что выброшенные в природу домашние животные могли скреститься с дикими, создав гибридов, угрожающих всему живому. Возникало множество вопросов: как давно это произошло? Что еще может скрываться в лесах? На встрече в клубе жители начали обсуждать возможные меры восстановления баланса. Лесник предложил создать программу по возвращению диких животных, способных контролировать популяции хищников, и призвал к сбалансированному подходу к охоте. Группа согласилась, но прежде всего им нужно было поймать хищника, чтобы остановить его нападение. Лесник решил провести исследование, чтобы выяснить, как хищник адаптируется к окружающей среде. Он начал отслеживать его поведение, используя следы и улики, собранные ранее. В то время как жители обсуждали программные меры, лесник собирался выяснить, что именно делает этот хищник и почему он стал такой угрозой. Когда лесник вернулся в лес, он заметил, что хищник стал еще более агрессивным. Он стал свидетелем нападения на группу диких кабанов. Хищник использовал стратегию охоты, направляя свою жертву в ловушку, создавая хаос среди кабанов. Лесник зафиксировал это на камеру и вернулся, чтобы поделиться этим открытием с местными жителями. Видео стало не просто доказательством угрозы, но и наглядным примером того, как хищник нарушает экосистему. Когда лесник показал видео на встрече, присутствующие впали в шок. Они осознали, что теперь должны бороться не только за свою безопасность, но и за сохранение экосистемы, находящейся под угрозой. Хищник стал символом нарушений, происходящих в природе, и это понимание усиливало их решимость одержать победу. Каждый в зале почувствовал, что их жизнь и будущее региона зависят от объединения усилий, чтобы остановить это создание и восстановить баланс. В преддверии финальной схватки жители Львова объединили усилия для решающего момента. Лесник и группа охотников провели несколько дней, разрабатывая план действий. Они решили установить ловушки в нескольких местах, используя приманку и специальные устройства, чтобы заманить зверя. Каждый участник понимал, что на кону стоит их безопасность и будущее экосистемы. Вечером, когда солнце закатилось за горизонт, группа выдвинулась в лес. Ночь была темной и тихой, что усиливало напряжение. Лесник распределил участников по стратегическим позициям, объяснив каждому его роль. Все были вооружены фонарями, ружьями и средствами для связи, полные надежд на успешный исход. Сначала все шло по плану. Они установили ловушки и ждали. Вдруг раздался знакомый звук, глубокий рык, заставивший сердца забиться быстрее. Лесник поднял руку, давая знак замереть. Хищник, вероятно, заметил приманку и приближался.
Охотники сжались в ожидании, затаив дыхание. Когда он вышел на свет фонарей, его глаза сверкнули, и он стремительно ринулся к ловушке. В этот момент один из охотников, Сергей, споткнулся и выронил ружье, привлекая внимание зверя. Хищник развернулся и кинулся на Сергея. В панике остальные открыли огонь, и лес наполнился криками и выстрелами. Зверь, издавая злобный рык, снова ринулся в сторону. Лесник направил фонарь на него и крикнул, чтобы охотники окружили. Группа быстро собрала силы и начала действовать слаженно. Хищник был ранен, его движения стали неуверенными. Он пытался вырваться, но сеть, установленная другой группой, сомкнулась вокруг него. После напряженной борьбы хищник был пойман. Он издавал глухие звуки, яростно пытаясь вырваться, но силы оставили его. Группа стояла в шоке от своей победы. Лесник подошел ближе, удостоверился, что зверь больше не представляет угрозы, и выдохнул с облегчением. На следующий день жители собрались, чтобы обсудить последствия этой победы. Они осознали, что хищник стал не просто угрозой, но и символом нарушений в экосистеме. Лесник разъяснил, что теперь им необходимо работать над восстановлением баланса, возвращением диких животных и контролем популяции. Жители начали применять меры по охране природы. Они организовали патрулирование, чтобы предотвратить выброс домашних животных в дикую природу, разработали программы по восстановлению популяций исчезающих видов. Каждое утро люди выходили на улицы с новыми надеждами, зная, что теперь они могут контролировать свою судьбу. Финальная схватка оставила глубокий след в памяти каждого. Это была не просто борьба за выживание, но и урок о влиянии человеческих действий на природу. Участники осознали, что они не просто жители города, а часть сложной экосистемы. С этой новой мудростью они были готовы к будущим вызовам и укрепили связь с природой, понимая, что только вместе смогут сохранить баланс в своем регионе.